заходи в сторону. Вау, какие они, ты видел, какие они? Эй! Faccio vedere il faccio. No, guarda. Cane evidenziato, è leggero, c'è le bobine belle larghe, ho già passato qualche. Привет! Сегодня мы движемся на юг, в Анкону, где нам предстоит, конечно, если позволят погодные условия, морская рыбалка с лодки. И по пути мы решили заехать в один из рыболовных магазинов и посмотреть, как они выглядят в Италии. Название этого магазина Grande Magazine Graniolo. Это один из самых больших магазинов в районе Милана. Первое, что бросается в глаза, огромный зал торговый, но большую часть которого занимает мирная рыбалка. Давайте сейчас среди этой мирной рыбалки, которая нас мало интересует, попробуем найти снасти для хищника и посмотреть, чем ловят здесь в Италии. Кстати, сразу катушки, что мне бросилось в глаза и что отличает от других магазинов в Европе, которые я видел, достаточно продвинутый модельный ряд, то есть у них представлены дорогие модели Shimano и Daiwa, причем даже вижу японский рынок, есть новинки, как новый Exist. Смотрите, сколько поплавков. Поплавочная ловля в Италии очень популярна. Кроме обычных поплавков, тоже достаточно большой отдел. Для меня это вообще очень так, скажем, необычно выглядит. Это спирулина. Причем есть и прозрачные, и черные, разных весов. И очень так удобно выставлено на стеллажах. Эти бомбарды. То есть тоже очень популярная ловля в Италии. То, чего у нас нет. Идемте искать хищника. Еще одна популярная ловля в Европе — нахлыст. Тоже достаточно большой отдел. И так, на первый взгляд, я скажу, что он больше, чем спиннинговый. То есть тут и удилища, и все для вязки мушек, и вейдерсы. Одежда. Кстати, Sims очень хорошо представлен. Очки. В общем, очень популярная тема в Италии. Представляете, это все карп и фидер, эта вся часть магазина. Я туда даже не хочу заходить, но я вижу первую спиннинговую приманку, идем к ней. В Европе ловят в основном на крупные приманки. Если речь идет о ловле щуки, то это как раз такие огромные свимбейты, Fox, Savage Gear и так далее. В Италии есть Bass, о чем говорит эта витрина. Гарри Ямамото, Моликс, черви для Веки, различные черви для Каролины и Техаса, Криэйши и так далее. В отличие от наших магазинов, здесь в Европе еще живы такие бренды, как Salmo и Rapala. То, что у нас практически полностью заместили воблера японских брендов. Сомневаюсь, что здесь можно что-то найти, посмотрим. Кстати, Кейтек. Кейтек здесь представлен, намного меньше его, чем в нашем даже небольшом провинциальном магазинчике. Но что интересно, сразу я обратил внимание, цвета. У нас таких цветов нет, и в японском ассортименте стандартом я тоже не помню. Очень классный, по-моему, цвет. Pink Pearl называется, и судя по индексу IT, то есть эти цвета специально для рынка Италии. Так, сколько он стоит? 8,30.
Easy Shiner 3-дюймовый, пачка стоит 8,30. Вот, кстати, есть 4-дюймовый тоже в этом цвете. 8,10. Странно, почему-то 4-дюймовый стоит чуть-чуть дешевле, чем 3-дюймовый. Но я думаю, что мы купим эти две пачечки, потому что цвет очень классный. Вот, и разыграем их в конкурсе. А условия конкурса будут в самом конце нашего итальянского видео. Вот, кстати, тема, на которой сейчас сидит вся Европа. Французский силикон Fish. Особенно вот эта моделька Black Mino очень популярная. Вот, продается она вместе с головками, две силиконки. И упаковка стоит сколько? 11 евро. Две силиконки с головками и с крючками 11 евро. То есть пачка Кейтека у нас стоит 8-10, а вот эта вот штука 11. Но зато все красиво упаковано, то есть маркетинг и все дела. И в Европе вот люди предпочитают покупать такие вещи, чем японский съедобный силикон. То есть даже видно по витринам, насколько их больше, чем того же Кейтека. Как вам такая вертушечка? Или такая? Вот на это ловят щуку здесь. Естественно, не ту щучку, к которой мы привыкли в последнее время ловить, там, травянок, вот, а нормальную, как бы, серьезную щуку. Как вам такие джиг-головки? Крючок 7.0, вес 42 грамма. Да, крупная резина, это сейчас в Европе тренд повсеместно. Тоже такие интересные приманки, очень оригинально упакованные. Это итальянский бренд, Flumen называется. Вот. И это разные имитации насекомых с пропеллерами. То есть это спиннинговые приманки, ну скажем так, на грани спиннинга и нахлыста. И у них же есть воблеры, колебалки, причем огромные такие колебалки. Вот, и все упаковано в такие пластиковые тубусы, то есть достаточно оригинально. Не знаю, насколько это удобная упаковка, но выглядит оригинально. Удилища в основном европейские бренды, там Fox Rage вижу, Sportex, Daiwa и Shimano европейский рынок, вот, но среди них встречаются здесь модельки японского рынка. Я думаю, что, скорее всего, этот магазин, поскольку он большой, они заказывают какие-то модели напрямую. Вот, Savage Gear, достаточно много Gamakatsu, что меня удивило. Bluebird, фаворит. Да, эти ребята тоже торгуют фаворитом. Вот. Но, к сожалению, пока ассортимент небольшой. Вот я вижу у них Bluebird, и они специализируются на ариафишинге, поскольку в Италии эта тема достаточно популярна, очень сейчас набирает обороты, поэтому у них продается весь модельный ряд нашей арены. Yeah. Вау. Вот эти игрушки, говорит, оставьте вообще в машине, ультралайт здесь не нужен. В общем, наша новая морская стелка будет отдыхать на берегу. Сказали, маленькая, 8000-ник, это маленькая. И шнур тонкий, намотан номер 4 по японской нумерации. Говорят, нет, даже не берите, оставляйте.
занят очень важным делом, которое требует максимальной концентрации. Вяжу лидер. То есть это не наш спортивный узел, который вяжется за 2 секунды и потом также отрывается. Вот здесь как бы это очень важный элемент снасти, потому что, ну, может быть за день поклевка одна очень крупной трофейной рыбы, да, и из-за узла, если ее потерять, как бы, ну, вся вот дорогостоящая рыбалка, в общем, может быть безрезультатной. Поэтому к таким элементам относятся очень серьезно. Причем есть 2 основных узла. Один попроще — это FG, и PR, который более сложный и требует специальной вот штучки, такой бобинки для вязания. Вот. И наш суровый гид сказал: нет, FG не надо, как бы вяжи PR. И вот я сижу уже минут 10, вяжу PR. Еще, я думаю, это займет минут 5, и как бы мы ждем. На ходу он тоже не разрешает вязать, потому что будет качать, и вдруг я что-то там свяжу неправильно. Вот такая она морская рыбалка. Кстати, лидер не флюорокарбоновый, они используют нейлон, потому что такой толстый флюорокарбон, он будет уже очень жесткий. Вот. Ну и тут не нужна защита, как от щучьих зубов или там от барракуды. То есть у тунца, у него нету таких острых зубов. И лидер 150 либров, то есть 150 фунтов. Разрывная нагрузка. Так, на вид здесь, наверное, миллиметр толщина. Шнур 6, PE6, то есть по японской нумерации номер 6. Мандраж начинается. Мы выходим наконец-то в море. Погода хорошая. Причем нам несказанно повезло, мы забронировали самого лучшего гида в этих местах. Его зовут Диего, и забронировать обычно его лодку очень сложно. У него на целый год расписано все, поэтому как бы шансы, я думаю, у нас возрастают, потому что в такой ловле как бы гид важен. Он знает даже не точки, он знает как бы пути миграции рыбы, он знает, на что она клюет, потому что я вот пытался только что там оснастить поппером, вот, и этот суровый итальянский парень мне сказал: убери эти попперы, вот приманка, убери на которую... эти легкие снасти ультралайт. Да, вот приманка, на которую стоит ловить, причем он говорил это очень уверенно, но будем надеяться, что это сработает. Едем за тунцом. Друзья, мы видим птиц, тихонько к ним подходим и начинаем бросать перед ними. То есть задача бросить перед птицей, попасть перед носом тунцу и начинать проводку такими длинными, но достаточно быстрыми рывками. Смотри, что он там творит. Такие туши. Ты видел их? Да. Ваня, это не рыбалка, это тренажерный зал. Ну, мы только начали. Интересная штука получается, что мы здесь рыбачим не по эхолоту. У капитана здесь стоит радар, и на радаре он ищет птиц. Мы сразу подходим к этому месту и видим, что под птицами реально выпрыгивает тунец. Первый раз в моей жизни такое. Ну, не то, чтобы птица, а чтобы птиц искать по радару. Самое главное, что здесь как в спецназе. Первый пошел, второй пошел. Да, все четко. Причем ждешь команды от капитана. Как с парашютом прыгать. Отходи, Серег, влево. Ушел. Они ушли уже, да, они он. Ладно. Времени на один бросок только.
Куда они улетели? Причем птицы сразу улетают после того, Слушай, как мы я даже подходим. не вижу, куда они так быстро улетают. Один заброс, и птицы куда-то деваются. Я даже не успеваю заметить, куда они You won't улетают. see the fish finder and the tuna at 25 I meters. see. What do you think if try jigging on it or not? No, Doesn't work, yeah? no. То видим по эхолоту, что есть рыба на 20 метрах, и тунец стоит, но он говорит, что джиггинг не работает. Все, был бой, нету боя. Даже заброс не успели сделать. Давай, давай, давай. Отходи. Бэткаст. Сорвалась с пальца. Зацел? Все. Все. Один заброс. Да. Только что вот было очень правильное направление, и как раз бы я попал ему под нос, но просто шнур сорвался с пальца во время заброса, из-за этого хвост приманки зацепился, ну и чуть-чуть не добросил. Все, теперь снова ищем птиц. Такая рыбалка, как бы каждый нюанс важен, да? Да. Техника вязания узла. Мастерски, да? Ты, по-моему, дольше вязал. Конечно. Как он называется, Ваня, еще раз? Пиар. Слетела петля у меня только что. Пришлось отрезать кусок шнура. И капитан не стал ждать, пока мы сами перевяжемся. Просто очень быстро и очень мастерски связал новый узел, привязал лидер. Очень быстро, очень круто. Надо тренироваться. Да. Окей, thank you. Как он это сделал так быстро? Красота. О, догонялки. Трудно сдерживать эмоции, когда такое наблюдаешь. Главное сделать точный заброс. Чуть-чуть ближе. Давай, давай, давай. Я думаю, добросишь уже. Ушли. Вроде заброс же хороший был, да? Ты Да, ему да. четенько под нос. Вау, какие они! Ты видел, какие они? Сейчас близко были, очень близко. Стая от нас уходит. Вроде идем за ними, и вот чайки все дальше и дальше. Несерьезный пацан этот тунец. А главное спокойствие. Как здесь спокойным быть? Это невозможно просто смотреть со спокойствием. Давайте, чайки, сделайте что-нибудь. Спрятался. Сделали что-нибудь. Просто опустились на воду. Сейчас мы остаемся на этом месте. Капитан сказал, что если птицы не улетают в сторону никуда, вон чайки сидят на воду, то есть они сели, они ждут, когда тунец снова поднимется к поверхности и начнет гонять. Такие обеды. Слушай, он с тунцом. Ты говорил, нету, есть вон. Ваня, он с тунцом. Я говорю, что рыба. Вот почему мы не можем поймать. Потому что Рыба на борту. рыба на рыбе. Тунца надо уничтожить, надо Мы съесть. сейчас съедим всю эту миску, чтобы тунца не было. И тогда он начнет ловиться. Тоже мне рыбаки, да? На рыбалку рыбу.
Ну, может, у них так принято. А я проверял это в интернете. Меня спрашивали, вы в Италии? Да. О, я думаю, вы все хорошо снимете. Удачи вам, ребята. Все, я досыпал последнюю порцию тунца на этой лодке. Да, Серега, решай проблему. Капитан сказал, немного кофе надо после ланча. Да. Ну, как всегда, эспрессо. Как всегда, А Виталий. потом достал это кофе. Эспрессо. А, Автоланч. тунца уничтожили, кофе попили, в бой. Только и делаешь, что дразнится. Там тушит. Главное попасть. Впереди прям. Yes, yes. Работенка. Что ж он пугливый такой? Вот сразу. Блин, что-то надо менять, ты знаешь? Мне так кажется. Что-то надо пробовать. Мы изменили тактику, по-моему. Он выключил один мотор и решил поставить маленький, да. А он на перерез идет, я понял. Я за тобой, Вань. Отходи, отходи. А, какие они, ты видел? Наконец-то! Переходи на нос. Джузеппе. Джузеппе засек все-таки. Джузеппе красавчик. Сколько мы за ним гонялись. Наконец-то первая поклевка, наконец-то засекли. Сразу одевают систему для выкачивания. Вот это звуки, да? Уже вываживание, не знаю, пару минут, больше 5, наверное, даже, а не пару. Но нету такого резкого паровоза, то есть рыба давит вниз постоянно, вот периодически срывает фрикцион, при том, что фрикцион затянут очень сильно, то есть он затянут, они говорят, где-то на 7 килограмм надо фрикцион регулировать, но я скажу так, на ощупь, то есть это достаточно тяжело его сорвать рукой. В общем, пока рыбы не видно, где-то пока глубоко. Сейчас происходит смена. Замена. Замена игрока у нас. Просто при таком вываживании постоянно спина напряжена, и если есть возможность поменяться... Ого. Ого. Если есть возможность Реально поменяться, то сильная, лучше ребят. меняться. Реально сильная рыба. Ребята, это не тот тунчик, которого я ловил. Желтоперый. Он нас увидел и, по-моему, начал чуть-чуть ускоряться. Ух, и начал трясти сильнее головой. Хорош. Ребята, я понимаю, почему он попросил его подменить. Серега, я думаю, что, возможно, чуть-чуть позже я тебя попрошу подменить меня. Ого, он Скажу, здоровый. что это нелегко. Как минимум, это нелегко. Я слышу, как Ваня запыхался уже. Да, и без пояса было бы тяжело. Какой он красивый. Он уже почти выходит на поверхность, ребята. Почти. Охеренный просто.
Нереально огромная рыба. Мотор. Like a perch. Ваня тут рассказывает, что он на окуня похоже. Говорят, что нужно использовать ноги, то есть, походу, делаем становую тягу. Ты знаешь, если я засеку тунца первым делом, сразу что я сделаю? Что? Я тебе палку отдам. Ох, какой он огромный. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Бомбино. It's not бомбино. У меня 2 моих сына весят меньше, чем этот бомбино. Тяжело ли гриппом взять? Это вам не багор. Здесь рыбу не убивают. Здесь аккуратно берут лип-гриппом. Рыба будет жива, и мы ее отпустим. О, есть! Есть! Наконец-то все-таки его взяли лип-гриппом. Следующий твой, все. Я больше не хочу. Ой-ой-ой, он здоровый. Слушай, страшно. Фаворит! Голубой или обыкновенный тунец. Вид лучеперых рыб семейства скумбриевых. Это наиболее крупный представитель своего рода. Максимальная зарегистрированная длина составляет 4,5 метра, а масса 684 килограмма. Широко распространен в теплых водах Атлантического океана. Ведет стайный образ жизни и встречается как в прибрежных водах, так и в открытом океане. Ценный объект любительского и спортивного рыболовства. В связи с сокращением популяции в 1969 году была создана Международная комиссия по охране атлантического тунца, которая выработала жесткие квоты по вылову данного вида во всем мире. Он тяжеленный. О! Так, главное, чтобы он меня за борт не выкинул. Сейчас мы его будем откачивать чуть-чуть. Меня этот сейчас аттракцион чуть-чуть пугает. Я надеюсь, я не уплыву вместе с ним. Лодка идет на малом ходу. Надо стараться его держать в вертикальном положении, чтобы он не переворачивался. Вот, вода проходит через жабры, он работает хвостиком, ну, хвостищем. Вот, и как бы восстанавливается. И только потом можно его отпустить, иначе он перевернется и не выживет. Вообще, это тунец рыба, которая привыкла жить на больших очень скоростях. Вот, поэтому такое вот долгое бездействие, плюс он потерял много сил во время вываживания, его просто может убить. Я все равно несказанно рад тому, что первый раз я отпускаю такую большую морскую рыбу. Обычно ее забирают, берут баграми, складывают в трюмы, в холодильнике. Здесь тунца отпускают, брать можно только небольшая есть квота тунцов, которые можно брать. И в сезон, то есть это где-то в июне. А сейчас запрещено абсолютно брать тунца, то есть только catch and release. И это замечательно. Похоже, он уже готов, он уже начинает меня бодать, толкаться и хочет. Окей, I can do. Все, мы его отпускаем. Поехал, поехал, парень, давай. Бай-бай. Good work. Thank you, Giuseppe. Я даже не знаю, как описать это. То есть я не знаю даже, чему я больше рад, потому что вытащил его. Его, кстати, засек наш друг Джузеппе. Он молодец, он сделал точный заброс и все-таки засек эту рыбу. Вот. Но как бы одного человека не хватает на такую рыбу. Так, по весу я не знаю, сколько он весит. Мне было очень тяжело его держать, то есть там больше 30 явно. Вот. Я сейчас весь в слизи, в чешуе. Вот, но несказанно рад. И хочу просто упасть на палубу. Ну такая рыба крутая. Вообще, да, реально он красивый. Красивый, мощный. И самое главное, он остался живой, Да. и уплыл в свою стихию.
представляете, сколько мы выездили, сколько мы раз бросали, сколько мы раз догоняли этого тунца. И за день одна поклевка. Это вот такая она трофейная морская рыбалка, то есть это далеко от там раздач каких-то, как там окуней можно наловить. И что мне понравилось в такой рыбалке, это командная работа, то есть вот действительно важна слаженная работа команды. Если бы тут был хаос, все бежали бы, бросали, перехлестывались, ну вот может и не было бы этой единственной поклевки за сегодняшний день. Меня больше всего прикольнула эта тактика поиска с радаром. Я никогда в жизни бы не подумал, что можно рыбу искать с радаром. Да, я думаю, в текущих условиях без радара было бы очень тяжело, потому что этих птиц не видно. Нам повезло с гидом, потому что, я думаю... Он привозил, он на каждую точку нас привозил, да, мы видели этого тунца, и ничто так не бесит, когда ты его видишь, но не можешь Главное, поймать. он еще очень четко все организовал, то есть вот каждый бросает в свою очередь, он точно говорит, когда нужно бросить в нужный момент, в общем... Организация просто на высшем уровне. А у меня по тунцу осталась недосказанность. Ну, я думаю, еще доскажем. А у меня тоже. Я поклевки не получил. То есть... Ну, ты хоть спину надорвал. Я помог другу. Друг помог другу, тут каждый помог каждому, как бы. В общем, спасибо команде, спасибо нашим друзьям. Джузеппе. Вот. Джузеппе, который нам помог, который засек этого тунца, который не мог уже сам его вытащить. Джузеппе, который увел нас от нуля. Да. Скажем так. Спас от нуля и, в общем, все классно. Thank you, Giuseppe. No problem, no problem. Thank you for this one bite. Спасибо за эту одну поклевку. We will try again another time. Ты обещал в конце передачи силикон. Да, кстати, мы же в магазине купили силикончик и обещали разыграть его в конкурсе, правила которого просты. Подписаться на канал Favorite Fishing и оставить какой-либо комментарий под этим видео. На Ютубе, не в Фейсбуке, не ВКонтакте, именно на Ютубе. Да, еще хочу сказать спасибо парню, который тут для нас все организовал, Диего. Это лучший гид пока в Средиземке и вообще в мире, которого я встречал. То есть я гидов достаточно много уже видел. Да, и причем попадались очень разные. Да, попадались очень разные, но этот человек, у него все здесь организовано. И сначала я даже так как-то меня коробило, когда он говорил, оставь эту палку, это не бери, эту приманку тоже поставь. Но я понял потом, что ему надо верить, потому что он действительно профессионал. Thank you, Diego. You are the best guy. Thank you. Thanks to you. Bye. Все, всем счастливо. До встречи в новых сериях. Да, итальянские приключения заканчиваются, и скоро мы поедем куда-нибудь еще. Поэтому не забывайте подписываться на наш канал и пишите в комментариях ваши вопросы. Вот. А нам надо рвать когти, потому что по Диего позвонила его жена, на самом деле, и сказала, это в 25 километрах от нас идет град с грецкий орех. Поэтому валим, просто валим и отсюда. по рации передают, что фронт движется очень быстро, а до берега нам идти еще где-то час. То есть мы далеко в море. До встречи в новых выпусках.